Приветствую, друзья! Как говорится, раз уж сказал раз, то говори и два. И поскольку мы уже поговорили с вами о ЦАПе Topping E50, то как не разобрать созданный специально для него усилитель для наушников Topping L50. Базируется аппарат на двух чипах TPA 6120A2, имеет выходное сопротивление менее 0,1 Ома, обычные балансные выходы, аналогичные же сквозные и, конечно, два выхода на наушники, стандартный 6,35 мм и балансный 4-пиновый XLR. По мощности же тут целых 2,8 Вт, если в пересчете на 32-омную нагрузку. Причем все это делится на 3 уровня усиления. Минус 14, 0 и 14 дБ. В общем, усилитель реально серьезный. Пора уже нам серьезненько о нем и поговорить. Собственно, поехали. Пришел аппарат в фирменной картонной коробке с логотипом Hi-Res Audio сертификации и адресом официального сайта компании. В комплект нам положили стандартный набор. Это инструкция, гарантийный талон, переходник с 3,5 на 6,35 мм и тяжеленький такой блок питания на 15 вольт 1 ампер. Корпус усилителя здесь полностью металлический, с единственной наклейкой о поддержке Hi-Res Audio сертификации. Снизу же находятся стандартные 4 резиновые ножки. Входы и сквозные выходы здесь абсолютно симметричны. Это RCA и профессиональные балансные TRS разъемы. Ну а на наушнике мы имеем классический уже 6,35 мм выход и новомодный 4-пиновый балансный XLR, которому, кстати, не помешал бы специальный переходник хотя бы на 4,4 мм из-за низкой распространенности этого XLR. Но что есть? Соответствующий переходник можно докупить, кстати, самостоятельно на том же самом AliExpress. Есть еще здесь, друзья, Type-C порт, но он исключительно для обновления прошивки, не стоит с ним экспериментировать. На передней же части, помимо двух выходов на наушники, имеем индикаторный светодиод, переключатель входов, он же включает девайс, и переключатель режимов усиления. И, конечно же, такой механический регулятор уровня сигнала с приятным таким плавным ходом. Из интересного, если вдруг что не так, усилитель начинает неистово мигать своим индикаторным светодиодом и просто отказывается работать, пока вы его полностью не выключите и после этого как надо не включите. Такая вот защита, друзья, здесь от дурака. Функция однозначно очень полезная, однако, когда первый раз с ней столкнулся, буквально не знал, что делать, так что инструкция здесь наше все. Других функциональных элементов здесь нет. Очень радует, что за все отвечает старая добрая механика, без сенсоров и других вот этих вот новомодных современных веяний. Разобрать аппарат, признаюсь, друзья, даже не пытался. Да и что там смотреть? Внутри стоят два усилителя Texas Instruments TPA 6120A2, ну и те скрыты под внешним радиатором. По мощности же мы имеем целых 2,8 Вт на 32 Ома нагрузки, что, скажем прямо, далеко не рекорд, но очень даже внушительно. Больше всего мне понравилось, как производитель разделил выходы. Мол, XLR это для тугих полноразмеров, а в 6,35 мм можете втыкать разные свои вот эти вот внутриканалки. Так я и сделал. Фон при этом оказался абсолютно чистым. Нагрев есть, но совершенно, друзья, незначительный. По замерам ожидаемо все пункты в состоянии отлично. Я уже, кстати, приводил измерения пары E50 и L50 в обзоре ЦАПа, так что результат остается примерно тот же самый. Единственное, дошли наконец мои кабели, я смог протестировать тот самый разбаланс каналов. Да, это дело непосредственно, друзья, L50, хотя он абсолютно несущественный, но нужно было же все-таки проверить. А так, идеально кривая чеха, прекрасный уровень шумов, великолепный динамический диапазон и искажения ниже уровня минус 110 дБ, причем как гармонические, так и интермодуляционные. Блок питания тут тоже качественный, никаких лишних гармоник от себя не вносит. То есть по качеству изготовления и уровню измерения L50 тоже показывает самый высокий класс. В процессе тестирования усилителя, как и обычно, я использовал буквально все, что оказалось у меня под рукой. В данном случае больше всего времени я провел, сравнивая Topping L50 с заметно более дорогим усилителем SMSL HO200 на ЦАПах Topping E50, SMSL SU8S и бюджетной новинки AIMA DAC A6. Понятно, что в каждом из случаев результат был абсолютно предсказуем, однако эксперименты я провел со всей необходимой тщательностью. Так, в сравнении героя обзора с SMSL HO200 последний показал значительно более высокую проработку, объем, глубину и динамику, а следовательно придется огорчить всех тех, кто до сих пор размышляет о наличии в более высоком сегменте сколь-либо значительных различий в усилителях. Да, отличия есть, и они, друзья, очень весомые. Ну и при тестировании на недорогом
AIMA DACA-6 девайс показал ровно то, на что был способен сам ЦАП, что характеризует усилитель как аппарат, делающий ровно то, для чего он и предназначен, чисто и четко усиливает принятый на один из своих входов сигнал. А значит, к усилителю L50 имеет смысл брать аппараты того же самого уровня. Если подключить бюджетник, то на выходе чудо не произойдет. Я настоятельно рекомендую рассматривать L50 в связке со специально разработанным для него ЦАПом E50. Вот такой обвязки, друзья, оба устройства способны раскрыться в полной мере, показав весь спектр возможностей и ЦАПа, и усилителя для наушников. В плане подачи очень чувствуется преемственность поколений. Топинг L30 имеет примерно тот же самый характер, но более резкий и плоский, с упрощенной такой передачей текстур. Не в общем смысле, конечно, а вот на фоне героя обзора. Мы ведь с ним сравниваем. Если же говорить о связке с E50, то усилитель тоже не пытается развить возможности ЦАПа. Его задача максимально точно передать звучание дальше на наши наушники. Оттого мы имеем отличную четкость, проработку даже самых мелких нюансов и просто изумительную прорисовку вокала и других лидирующих инструментов. Но вот в глубину сцены L50 тоже не уходит. В сравнении с HO50 понимаю, что возможности для этого существуют, но, видимо, именно такой почерк решили придать данной линейке. Звучит все очень широко, насыщенно, я бы даже сказал объемно, но это касается инструментов первого, максимум второго плана. Далее все различается исключительно по уровню громкости. Впрочем, если так звучит источник, то желать от связки большего – это, наверное, уже перебор. Для этого существуют аппараты уже следующего сегмента. А так у нас предельно высокая техничность, великолепная отработка атак и затуханий, отличная передача эмоций, просто шикарная прорисовка всего частотного диапазона. Если это ваша первая связка в данном сегменте, то вы никуда не денетесь от того самого вау-эффекта. А как L50 связки передает скоростную тяжелую музыку, джаз, блюз, инструментал и жесткую по ритмике электронику, это, друзья, ну просто сказка. Чуть хуже герою обзора дается всякие академические жанры, оркестровая музыка и сложный мультиинструментальный джаз. То есть то, где количество инструментов накладывает довольно серьезные требования к построению пространства сцены в глубину и подробной передаче текстур даже каких-то самых дальних планов. Звук у топинг резкий, чистый, прозрачный, с отличной прорисовкой от части до самых тончайших отзвуков струн или каких-нибудь перкуссионных колокольчиков, без смягчения или других сколь-либо заметных упрощений. По частотам мы имеем глубокий с хорошей динамикой нижний бас, массивную нижнюю середину и сочный мелодичный вокал с подчеркиванием всех имеющихся лидирующих инструментов. Звучит это, ну просто, друзья, восхитительно. Лучше за данный прайс придумать сложно. Из наушников в тестировании участвовали техничные внутриканалки Moondrop Kata и мои любимчики — это Yanin Canon и, конечно же, Kinera Skald. Возможностей которых с лихвой хватит для раскрытия всех указанных вариантов связок. Усилитель по звуку огонь, и те, кто считает, что можно сэкономить с тем же L30, довольно сильно ошибаются. По уровню между ними, ну прям целая пропасть. Хотя и L30 в своем сегменте тоже показывает класс. Спустя где-то около месяца активного использования усилителя L50 я получил просто, друзья, уйму положительных эмоций. А если говорить о связке с E50, то с ней, признаюсь, зависал даже на какой-то легкой фоновой музыке из сериалов, не говоря уже о полноценном прослушивании концертов или альбомов любимых исполнителей. Все настолько естественно, подробно и музыкально, что просто невозможно оторваться. Хотя чем выше уровень, тем эти ощущения оказываются острее, но к пониманию того звука еще нужно прийти, а возможностей связки L50 и E50 хватит практически любому меломану, чтобы понять, что же такое этот самый качественный звук и почему о нем так много разговоров. Обобщу так. Если вы ищете максимально техничную связку, которая идеально отработает для вас даже самую быструю музыку, причем так, что каждый тембр будет звучать отдельно, и вы легко сможете своим вниманием созерцать их переплетение и движение друг относительно друга, то ваш выбор — это топинг 50-й серии. Для тяжа, рока, электроники, блюза, всяких этнических вещей и произведений старой школы — это вот реально вау. Своих денег что ЦАП, что усилитель L50, друзья, однозначно стоят.
Итогом в лице стационарного усилителя для наушников Topping L50 мы имеем очень грамотно сделанный девайс с приятным механическим управлением, просто идеальными измерениями и полностью балансной схемой, включая входы, сквозные выходы и непосредственно выходы на наушники. По усилению у нас целых 3 уровня с общей мощностью до 2,8 Вт на 32 Ома нагрузки. Звучит же усилитель в том же самом ключе, что и созданный к нему в пару ЦАП. Чисто, технично, с прекрасной прорисовкой нюансов и при этом достаточно живо, натурально и эмоционально. В своей ценовой категории Topping L50, на мой взгляд, бьет все рекорды. Хотите больше? Тогда сами понимаете. У меня как усилитель, так и вся связка вызвали просто бурю положительных эмоций. И даже имея на руках аппаратуру еще более высокого класса, я все равно подумывал оставить Topping в качестве такой второй альтернативной связки. Если говорить о сравнении с плеерами, то для них готовьте примерно двойную цену от этих 2 устройств Topping. Так что, сами понимаете, герой обзора просто нереально круто. Если вы очень продвинутый меломан или же даже начинающий аудиофил, обязательно послушайте 50-ю серию. Она однозначно стоит и денег, и внимания. К приобретению однозначно рекомендую. Все, что касается прорисовки и точности отработки тембров, аппарат делает просто сказочно. Это был стационарный усилитель для наушников Topping L50. А на этом у меня все. Всем добра, всем пока-пока. Подписывайтесь на канал и оставляйте свои комментарии под данным роликом.